С момента премьеры турецкого сериала «Дочь посла» прошло уже 7 лет. За это время судьба актеров, сыгравших главных героев, заметно изменились. Кто-то продолжил активно сниматься, кто-то сделал ставку на международные проекты, а кто-то на время отошел от телевидения. При этом сериал по-прежнему остается одним из самых известных проектов фильмографии его звезд. Рассказываем, как изменились актеры сериала «Дочь посла» за это время. Тюлин Эйже, сыгравшая Менекше, после нескольких телевизионных работ вышла замуж за иностранного композитора и около 3 лет назад переехала в Великобританию. Там Эйже продолжила профессиональное обучение и начала развивать себя не только как актриса, но и как сценарист, работая над собственными историями для независимого кино. Сегодня Тюлин совмещает актерскую деятельность в Европе с написанием сценариев. В социальных сетях актриса также регулярно делится кадрами из разных стран, куда отправляется вместе с супругом во время его гастрольных поездок. Доукан Полат, сыгравший Яхью Эфеоглу, после сериала продолжил активно работать в кино и на телевидении. Зрителям он особенно запомнился благодаря роли в популярном сериале «Зиммердок». При этом Доукан Полат продолжает развиваться сразу в нескольких направлениях. Снимается в телевизионных и кинопроектах, выходит на театральную сцену и занимается музыкой. Причем в последние годы актер все чаще выбирает работы, позволяющие ему раскрывать себя не только перед камерой, но и в живом выступлении. Эдип Тепели, сыгравший Каврука Өмера, после сериала получил одну из самых заметных ролей в своей карьере в исторической драме «Дестан». Актер исполнял одну из центральных ролей проекта, однако после завершения сериала его появления на телевидении стали значительно реже, а последующие работы были преимущественно второстепенными. Эдип имеет театральное образование и продолжает активно работать на сцене. За театральные работы актер становился лауреатом профессиональных премий. В прошлом году Эдип развелся со своей супругой после 8 лет брака. При этом бывшие супруги продолжают вместе воспитывать дочь. Беренген Джальп, сыгравшая Мелек, дочь Нарии Санджара, была одной из самых юных звезд проекта. Актриса получила роль после отбора среди сотен детей и уже в первых эпизодах сумела впечатлить зрителей своей игрой. После завершения «Дочери посла» Берен не стала исчезать с экранов, однако некоторое время не получала столь же крупных ролей. Сейчас ее карьера вновь набирает обороты. Берен играет в популярном сериале «Гюльдер ве Гюнахлар», где исполняет одну из главных ролей Хаяль Теджер. Гонджа Джиласун, сыгравшая властную мать Санджара Халисе в «Дочери посла», также продолжила активно работать на телевидении. Настоящую популярность актрисе принес сериал «Далекий город», где Гонджа исполняет роль Садакат Алборы, властной главы семейства Албора. Проект стал одним из главных телевизионных хитов последних сезонов, а персонаж Джиласун оказался среди самых обсуждаемых героев сериала. После завершения второго сезона «Далекого города» актриса не стала делать паузу. Летом Гонджа вновь встретилась на съемочной площадке со своим экранным сыном Озаном Акбабой. Они вместе снялись во втором сезоне сериала «Чирак», который выйдет на цифровой платформе. При этом сама Гонджа Джиласун достаточно откровенно говорит о личной жизни. В одном из интервью актриса призналась, что дважды была замужем и оба раза по-настоящему влюблялась. «Я была замужем дважды и оба раза была влюблена. Это были невероятно прекрасные мужчины, но все закончилось. Любовь, как и все остальное, заканчивается. Человек меняется и трансформируется. И любовь тоже меняется и трансформируется. Сейчас в моей жизни никого нет, но если кто-то появится, было бы неплохо», — отмечает актриса. На вопрос журналистов «У вас есть дети?» Гонджа ответила: «Нет, но у меня есть духовный ребенок, чудесный человек, который подарил мне возможность испытать чувство материнства». Для Ураза Кайглароглу роль Гедиза в «Дочери посла» стала настоящим карьерным переломом. До этого актера хорошо знали по комедийным проектам, однако именно образ Гедиза и Шиклы принес ему широкую популярность и позволил выйти на совершенно новый уровень. Актер начал получать больше предложений и постепенно перешел к более драматическим, сложным и криминальным персонажам. После ухода из «Дочери посла» Ураз не стал повторять образ Гедиза, а напротив начал активно менять амплуа. Уже в 2021 году он сыграл главную роль в криминальной драме «Учкуруш». Позже последовали многочисленные проекты цифровых платформ. Сегодня актер снова находится в центре внимания благодаря сериалу «Ералты». Ураз исполняет одну из главных ролей – Бозкурта, чей персонаж и его манера речи стремительно завоевали популярность в социальных сетях.
Съемки нового сезона планируется начать с конца августа. При этом актерская карьера далеко не единственное направление деятельности Ураза. В последние годы он активно развивает себя и как стендап-комик. Его сольное стендап-шоу «Still Standing» продолжает собирать зрителей в рамках масштабного гастрольного тура по Турции и Европе. Актер регулярно выступает на разных площадках, совмещая съемки в сериалах с карьерой стендап-комика. За пределами съемочной площадки личная жизнь актера всегда оставалась предметом повышенного внимания турецкой прессы. Ураз был женат на актрисе Мелис Ишетен. В 2016 году у пары родилась дочь Ада. Супруги расстались в 2019 году после 5 лет брака, однако после развода сохранили хорошие отношения и продолжают вместе заниматься воспитанием дочери. При этом романтическая сторона жизни Ураза за последние годы неоднократно становилась темой турецких СМИ. Актеры приписывали различные отношения, а некоторые романы становились поводом для громких обсуждений в прессе и социальных сетях. Сам Ураз предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. В апреле 2026 года журналисты заметили актера в Стамбуле вместе с неизвестной девушкой. Когда Ураза спросили, является ли она его новой возлюбленной, он ответил: «Я не хочу говорить о своей личной жизни, не считаю это правильным». Для Неслихан Атагюль, сыгравшей Нариев в «Дочери посла», последние годы стали периодом серьезных перемен. В январе 2021 года актриса была вынуждена покинуть сериал из-за проблем со здоровьем. У нее диагностировали синдром повышенной кишечной проницаемости, а из-за стремительной потери веса ей потребовался длительный отдых и лечение. Прощаясь с проектом, Атагюль призналась, что ее организм больше не позволял ей продолжать работу, и отметил, что ей необходимо восстановиться. Недавно Неслихан подробно рассказывала, насколько тяжело далось ей это решение. По ее словам, она оказалась в ситуации, когда пришлось выбрать себя, поскольку состояние здоровья стало серьезным. При этом уход из проекта стал для нее не только физически, но и психологически болезненным. Актриса призналась, что ей было особенно тяжело мгновенно попрощаться с Наре, ведь она тщательно создавала образ героини, от походки и манеры речи до прически и макияжа. Обычно после завершения проекта актер постепенно прощается с персонажем, но в ее случае это произошло внезапно. Атагюль также отмечала, что до сих пор продолжает контролировать свое состояние. По ее словам, оно может периодически обостряться, поэтому ей приходится постоянно следить за своим питанием и образом жизни. Последней телевизионной работой Атагюль стал сериал «На краю ночи», в котором она исполнила главную роль вместе со своим супругом Кадиром Доголу. Теперь Атагюль готовится к большому возвращению на экраны. Актриса получила роль в одном из наиболее ожидаемых сериалов нового сезона с рабочим названием «Кадерин Джельвеси». Особое внимание привлекает творческая команда сериала. Над сценарием работают авторы, участвующие в создании культовой драмы «Кара Севда». Сюжет будущего проекта сосредоточен на истории женщины, которая в прошлом была связана с ночной индустрией и пытается кардинально изменить свою судьбу, бросая вызов обстоятельствам и социальным стереотипам. Главным событием в личной жизни Неслихан стало материнство. В марте 2025 года актриса и ее супруг Кадир Доголу стали родителями сына Азиза. Когда журналисты спросили, что изменилось в жизни Неслихан после рождения ребенка, она ответила, что стала гораздо чувствительнее и терпеливее. Первые месяцы, по ее признанию, были одновременно легкими и сложными. Приходилось привыкать к бессонным ночам и пытаться понять, почему плачет ребенок. При этом она вновь подчеркнула, что Кадир постоянно находится рядом и помогает ей, назвав его прекрасным отцом. Неслихан не раз отмечала, что они воспитывают сына вдвоем, не пользуясь услугами няни. Энгин Акюрек, сыгравший Санджара, после «Дочери посла» продолжил оставаться одним из самых востребованных турецких актеров. Однако его жизнь за пределами экрана по-прежнему остается достаточно закрытой. В отличие от многих коллег, артист редко становится героем светской хроники и практически не обсуждает личную жизнь публично. В одном из своих последних больших интервью Энгин признался, что сейчас в его жизни никого нет. На вопрос о том, есть ли кто-то, в кого он влюблен, актер ответил отрицательно, добавив с улыбкой, что, возможно, уже пора. После роли Санджара в «Дочери посла» Энгин продолжил выбирать разные по характеру проекты. В настоящее время Энгин снимается во втором сезоне популярного сериала «Энфес Беракшам», где его партнершей является Аслы Энвер. Съемки второго сезона начались во второй неделе августа и продлятся около 12 недель. Второй сезон также будет состоять из 8 эпизодов. После «Дочери посла» Энгин снялся в 2 телевизионных сериалах.
В 2023 году он сыграл главную роль в «Меня зовут Фарах» вместе с Деметриус Демир. Проект получил широкую международную популярность и стал одним из заметных турецких сериалов последних лет. А вот «Берекетли Топраклар», вышедший в 2025 году, оказался менее успешным. Из-за низких рейтингов сериал досрочно завершили уже после 5 эпизодов. Параллельно Энгин продолжает заниматься литературной деятельностью и выпускает новые издания своих книг. Недавно актер представил новую книгу «Исимсиз», третий сборник, состоящий из 22 рассказов о забытых именах, скрытых признаниях и людях, ищущих свое место в жизни. Мы рассказали вам, чем занимаются актеры сериала «Дочь посла» спустя 7 лет после премьеры. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо.